У меня один ребенок был gesetzlich, второй приват, ему тут же сделали МРТ, и другой ребенок, который там упал и даже себе, к сожалению, там зубы повыбивал, да, а ему сказали: окей, полежи, аспиринчик выпей. Сейчас сильно большой разрыв, как обслуживает gesetzlich Krankenversicherte дети и как обслуживает приват Krankenversichert. До 27 года они до 30% еще обрежут, и тогда эта катастрофа начнется. Здесь я всегда говорю, что нужно все-таки смотреть по ситуации, потому что если у меня есть 8 раз возможность эти деньги оттуда вытащить, деньги я бы не вытаскивал просто так, а вытаскивал на что-либо. То есть не деньги вытаскивать не потратить, а чтобы инвестировать дальше. К примеру, купить следующую квартиру, еще одну квартиру, или там, может быть, иногда 8 квартир. Но как только исполняется, как я уже сказал, да, что как только исполняется ребенку 16 лет, я рекомендую делать еще дополнительный договор, то есть это так называемый Bausparvertrag. Почему? Потому что, во-первых, то есть он будет получать на свои вклады, то есть до 60 евро в месяц вкладывая, то есть это будет, грубо, там 700 евро в год, то есть он получает 10% гарантированно от государства. То есть, еще раз, 10% гарантированный вклад, то есть такого, как правило, нет. Это опять к тому же мифу, что в Bausparvertrag невыгодно копить, потому что маленькие ставки. Да. Но потому это миф и правда. Это миф, с одной стороны, миф, с другой стороны, правда. Но если использовать все дополнительные государственные дотации, которые говорят на первые 60 евро, как мотивация ребенку копить, а каждый ребенок, начиная Ausbildung, тот же самый, может копить 60 евро, вы получите от нас 10% сверху. Да. Плюс возможность со своего брута, то, что мы сегодня проговорили, Vermögensversammlungsleistung, плюс на этот Vermögensversammlungsleistung еще 9%. Да. Если посчитать только вот эти все государственные дотации, которые достаточно заполнить 2 формуляра, поставить их, и они на весь срок будут идти. И то, что мы только что выучили, еще раз повторили, они будут идти не только в фазе накопления. Вот представьте, вы купили акции, да, и вы уже акции продали, а вам еще до сих пор идут дополнительные дотации, дивиденды, и так далее. А в этом случае, даже если уже человек купил квартиру, благодаря тому, что он воспользовался этой программой и с помощью Bausparvertraga потом профинансировал какую-то часть и купил квартиру, то даже просто выплачивая эту инвестиционную квартиру, он все равно в этот договор получает все эти дотации. Совершенно верно. Я называю это всегда Halbwissen. То есть Halbwissen — это когда говорится половина только правда. То есть оно тоже как бы правда, да, то есть, но вторую половину кто-то или не знает, или забывает, или специально не говорит, потому что пытается как-то там какие-то договора говорить о них плохо. То есть поэтому еще раз, в Bausparvertrag, то есть я не только получаю гарантированные вот эти 9 там, или 10% от государства, или 9 и 10%, а я также, когда возьму кредит, льготный кредит, дешевый кредит, к примеру, под 0,95 я возьму кредит, причем эту процентную ставку я сейчас уже фиксирую. То есть, когда я заключаю Bausparvertrag, я эту процентную ставку сейчас уже фиксирую, что я буду, когда я буду брать кредит, у меня будет кредит под 0,95. То есть она уже сразу прописана, сразу зафиксирована. Это первое. Второе. Разницы нету для Bausparkasse, это накопительная фаза идет Bausparvertrag, или уже потом так называемая Darlehensфаза, то есть когда мы выплачиваем кредит. Для Bausparkasse разницы нету, в какой фазе поступают туда деньги. То есть если поступают деньги, на эти деньги 9% или там 10% государство также дальше платит. То есть получается, я выплачиваю кредит, то есть и мне государство на мои деньги, что я кредит выплачиваю, то есть дает 10%. То есть поэтому, опять же, это ограничено, то есть до 700 евро в год. То есть это значит 70 я получаю, да, то есть и если это идет через Vermögensversammlungsleistung, то есть это то, что Arbeitgeber мне дает до 40 евро, то есть это на 470 я получаю 9%, это 42 евро 30 центов. Переходим немножко к кредиту. Сейчас мы говорим в основном о небольших кредитах, которые берутся для того, чтобы как собственный капитал использовать, либо как часть большого кредита, да? Потому что очень многие делают и на 100 тысяч, и на 150 тысяч, где они знают, окей, я накоплю там за 10 лет благодаря всем этим дотациям и свои инвестиции, допустим, там 50 тысяч, но 100 тысяч я смогу взять под 0,95, у меня будет 150 тысяч, и, возможно, тогда, имея 150 тысяч, под очень-очень-очень, часть из них под очень маленькую процентную ставку, у меня есть возможность взять общий кредит под очень хорошую процентную ставку. А какие есть еще плюшки для этих детей, которые, вот наша цель сегодня дети и их развитие. Предположим, этот ребенок, мой сын, младший, вот сейчас копит и Mein Zukunftsplan, и в прямой Firmenbeteiligung, да, немного под 7%, и Bausparvertrag, где сейчас его работодатель, там, где он делает Ausbildung, дает эти все дотации, ему повезло, ему дают прям полную сумму.
Вот какая еще самая большая плюшка, которая была для меня, как для мамы, как для финансиста важна? Что для меня была важна аргументация, почему это хорошо. Не только, что мы собираем эти проценты, все эти дотации, что в процессе отдачи кредита это достаточно большие деньги, где 40 евро за год от работодателя, плюс еще 100 евро всякие дотации в год, да, плюс баушпа-премии и так далее, и так далее. Что для меня было важно, что по новой ШУФе-системе мой ребенок, даже когда он закончит Ausbildung и начнет зарабатывать свои достаточно нормальные деньги, как абсолютно взрослый человек, ячейка нашего немецкого общества, что он по новой ШУФа-системе выглядит идеально для государства. Во-первых, у него уже есть банковские счета, где он что-то копит. В одной из передач мы показывали, да, плюс-пункты. Во-вторых, он живет у меня и достаточно долго прописан у меня еще. И если он сейчас будет собственно пользовательно покупать или как вид инвестиций, это тоже ему дает очень большой плюс пункты. И самое важное, что из-за того, что он в этой Бауш-Паркассе, допустим, в Адене, да, то, что мы как пример брали, или в Deutsche Bank, копя, опять же, с той же зарплаты 3-4 евро, мы к этому еще не подошли, что кроме этой программы, да, есть еще программа, где даже если он ноль от себя и 0 от родителей будет экономить, он может собрать очень большую сумму, опять за счет только вот этих дотаций, где ему надо только поставить антрак и ничего большего. И из-за того, что он является уже клиентом, он может получить до 0,6%, то есть скидку в процентном эквиваленте на свой кредит. Да. Это означает, он не только берет часть какую-то кредита под дешевый процент, и это банк видит очень позитивно и учитывает как собственный капитал, он еще и получает большую скидку на общий кредит, и банк его совсем по-другому оценит, потому что ему даже не надо его запрашивать контауszüge, то есть вытяжку по его оборотам на счетах, и где этот ребенок супер подготовлен. Прежде чем ответишь, могу пример привести с моей практики. Я не так долго в этом бизнесе, только 11 лет, ты уже 25 лет, но у меня около 20% всех существующих моих клиентов, их дети, действительно от 23 до 26 лет купили свой первый объект, да? И я хочу сказать, что очень сильно распределяется по менталитету. Вот мы с постсоветского пространства, мы очень много покупаем на себя, либо до свадьбы, да, чтобы что-то сделать для своих детей. Если взять, вот у нас очень большая клиентская база, у меня лично, да, приехавшие из Камеруна. Эти родители, они настолько у них в крови, что они вышли с более бедных районов, с более бедной жизни, что они откладывают не только киндергельд, они с его, то, что он зарабатывает как Auszubildender, откладывают в среднем 60-70%. То есть в среднем минимум 500 евро они копят для того, чтобы как только ребенок начинает работать, они все покупают свой агентум. И это прям неимоверная статистика, да, которая показывает, что родители принимают на себя эту ответственность научить детей этой финансовой интеллигентности и помочь своему ребенку, опять же, за счет государственных дотаций, за счет дотаций, которые в фазе обучения дети получают, и создать себе такой капитал. Ну, давай начнем с еще одной большой плюшки, как ты выразилась. Да, как только ребенок начинает Ausbildung, помимо вот этих Vermögensvermögensleistungen, которые платятся в Bausparvertrag или Bausparkasse, то есть он может получать еще также 34 евро в месяц на фонды, на инвестиционные фонды, на которые государство потом дает 20%. То есть как только проходит 6 полных лет и... Минуточку, да. Повтори еще раз. То есть, грубо говоря, вот как в случае моего ребенка, это ему полностью принимает работодатель. Работодателем в кавычки на его бруто дарит 34 евро, и государство на этот подарок от работодателя дарит еще 20. Да, совершенно верно. То есть, и причем эти 20% они гарантированные, то есть разницы нет, как будут эти фонды развиваться, то есть они дадут 3%, дадут, может быть, 10%, то есть последние годы фонды, они очень хорошо развивались, несмотря на все кризисы, 8, 9, 10% годовых это было, и государство, да, то есть когда проходит 6 полных лет и 7-й год до конца года, государство выплачивает ровно 20% на те вклады, которые были сделаны за вот эти 6 полных лет и 7-й год до конца года. То есть 20% они гарантированы, да. То есть, грубо говоря, можно за 10 лет собрать достаточно хороший капитал,
и эти деньги И использовать государство для еще. перефинансирования или покупки новой квартиры? Я советую, то есть если кто-то хочет действительно с недвижимостью работать, то есть инвестировать в недвижимость, то есть эти деньги перечислить сначала в Баушпаркассу. Для чего Баушпаркассу? Для того, чтобы потом большую сумму взять льготного кредита под 0,95 и, и потом из Баушпофитрага вытащить свои деньги и плюс еще взять льготный кредит. И вот у меня есть так называемый начальный капитал, то есть или первый взнос для покупки своей недвижимости. Давай подведем такую итоговую черту. Это значит, что мы этим капиталом, грубо говоря, через 7 лет, ну, рекомендовано через 7 лет, чтобы использовать все дотации от города, скажем так, окей, 7 лет эти денежки работают, перешли мы к другому работодателю, у другого работодателя также поставили антракт. Единственный вопрос, будет ли другой работодатель все 3-4 евро перенимать, или, возможно, они переймут 27, вот как у нас было в последнем примере, а 7 евро с моего бруто я сам буду инвестировать, но все равно их, потому что я сразу 20% гарантированно получаю прибыль, куда мы можем 7 евро с бруто инвестировать, да, или там 3-4, чтобы получить сразу 20% гарантированно, плюс, естественно, как ты сказал, скажем, от 3 там, до 10 еще фонды, ну, минимум отработают. Да? И что важно, миф, куда мы можем использовать эти деньги? Абсолютно туда, куда мы хотим, правильно? Да, совершенно То верно. есть тот вариант, что ты предложил в Баушпаркас их перевести, да, чтобы через год и 2 месяца взять, допустим, перевел 40, 60 взял там под 1,75 или по 2. Это уже ты более грамотно распределяешь капитал, который можно поработать, и как и можно поработать. Ну, в принципе, допустим, если ребенок или подросток скажет, нет, я хочу дальше в фондах играться, я хочу раскидать на другие фонды, либо я хочу с серебром, либо с медью, то они могут этими деньгами абсолютно воспользоваться для чего хотят. Вплоть купить машину или инвестировать. То есть они не zweckgebunden, то есть та Баушпаркасса, с которой мы сотрудничаем, то есть мы можем до 15 тысяч, у нас есть компетенция до 15 тысяч для тех, кто не Eigentümer, то есть у кого нет своей недвижимости, до 15 тысяч они могут брать кредиты, не zweckgebunden, то есть разницы нет, на что он берет, и для тех, у кого есть своя недвижимость, до 50 тысяч. То есть это куда он потом эти деньги будет девать, в недвижимость инвестировать или куда-то в какое-то другое место. То есть мы не спрашиваем, то есть мы говорим, что да, накопил, получай. Интересно. Очень интересно. Еще вспомнила один пример. Мы сейчас в Гамбурге сопровождаем тоже продажу одного проекта, где есть возможность купить однокомнатные, новые, суперэкономично построенные квартиры. И вот как раз в этом объекте очень много детей моих клиентов, которые зарабатывают не такие еще большие зарплаты. В основном это было до 3000 нетто, даже 2,6 нетто, 2,4 нетто, где сегодня с такой зарплатой вроде бы практически невозможно получить именно кредит для инвестиционных проектов, то в этом случае это было возможно. И даже в некоторых случаях мы на 100% получили, в некоторых на 95%, где мы также воспользовались дополнительным финансированием через Баушпофитраг или деньгами, которые мы уже накопили. И таким образом дети, которые вот в этих конкретных примерах начали работать и зарабатывали в среднем там от 2,6-3 нетто. Что происходит с этими детьми или с этими подростками? Так как они еще в основном все не женаты, они платят максимальнейший налог. И таким образом, какой огромный плюс этих детей, что они выросли в другом комьюнити, что они понимают, что они могут этими налогами, и государство хочет, чтобы мы ими пользовались, попользоваться. И если взять конкретный проект, который я взяла как пример, то этот проект позволяет амортизировать 5% в год. Это означает, что этот ребенок, который купил там квартиру, будет получать 5% от стоимости самой квартиры, самой постройки каждый год со своего налога списывать, да, и получать, естественно, ту часть, которая ему положена со своего налога назад. Таким образом, он со всех сторон оптимирует свой бюджет, и в конце концов, может, ему вся эта инвестиция будет стоить там 70-100 евро. Ну, насчет комьюнити я могу это только подтвердить, потому что есть такое выражение «подобное притягивает подобное». То есть и даже у меня в личном примере, то есть с моей дочерью, то есть принцип тот же самый, то есть, к примеру, ребенок начинает 18 лет Ausbildung, то есть 7 лет копит эти фонды, 7 лет копит этот Баушпофитраг, потом выплачивает, то есть и в 25 лет покупает квартиру. То есть 18 плюс 7, как раз ребенку исполняется 25 лет. К тому времени он Ausbildung уже закончил, вышел на работу, то есть имеет зарплату, то есть может спокойно, если у него начальный капитал, может спокойно купить себе квартиру, то есть для собственного пользования или как капитал-анлега, да, то есть чтобы ее сдавать в аренду.
И что удивительно, потом эти дети, то есть они дружат или знакомятся, или общаются с такими же детьми, которые тоже айгентюмеры. То есть у которых тоже есть одна квартира, может быть, уже 2 квартиры, 3 квартиры. И что еще интересно, что если они потом, допустим, сходятся, то есть и женятся, то есть у них потом уже у него несколько квартир, у нее несколько квартир, то есть и потом они совместно, то есть дальше продолжают инвестировать в недвижимость, то есть и дальше продолжают покупать недвижимость. То есть поэтому здесь от родителей очень много зависит. Я еще раз, как я в начале разговора сказал, что все-таки в каком направлении мы ребенка своего пошлем. Потому что если мы пошлем ребенка в том направлении, что мы сами все зарабатывали, и ты сам зарабатывай, и всякое такое, то есть и у ребенка, может быть, нету мотивации, то есть или нету каких-то вот этих сил, чтобы там действительно что-то там накопить, то есть и понятно, что он будет с такими же общаться, которые сидят постоянно в минусе, постоянно в диспо сидят, то есть целей никаких нету, то есть и занимаются непонятно чем. А если все-таки родители направят ребенка в том направлении, что давай инвестируй, давай получай государственные дотации, там, бери льготные кредиты, инвестируй в недвижимость, покупай недвижимость, сдавай ее в аренду, то есть он, вот это комьюнити, то есть он будет точно так с такими же людьми общаться. Поэтому здесь я еще раз говорю, что от родителей очень много зависит, то есть в каком направлении они ребенка своего направят. У нас создалось, то, что ты сказала, на самом деле правда, у нас создалось уже такое маленькое комьюнити, где дети наших клиентов, партнеров имели возможность, опять же, общаться благодаря тому, что мы собираем различные праздники, да, где дети, Herzlich Willkommen и так далее. Но сейчас мы хотим прям сделать такое комьюнити для молодежи, и цель этого комьюнити будет первая, самая главная цель, чтобы эти подростки, которые умеют, показали пример подросткам, которые начинают, которые не могут 20 лет найти работу, да, которые или наоборот начали работать, начали зарабатывать большие деньги, не могут справиться, что они сначала все потратили, особенно как зельбштейнинги, да, а в наше время бывают такие случаи, но в моем портфолио очень много, где встает мальчик, говорит, мне 21 год, у меня 7 бизнесов, зарабатываю там 100 плюс, но через 2-3 года первое обжигание, да, много налогов заплатил, деньги потратил и так далее, да, и вот это комьюнити, которое создается, в первую очередь, оно позволяет этой молодежи знакомиться, потому что, как ты говоришь, подобное притягивает подобное, где разговоры идут о том, на какие ты еще сходил в айтабильно, да, что ты выучил, какие интересные программы есть, а чего я не знаю, а как подготовиться к налогу. Да, сейчас мы еще затронем тему, которая коснулась меня лично и нас в последнюю неделю, это gesetzliche Krankenkasse или private Krankenkasse, где мы пошли с моими детьми, где у младшего приват, у старшего gesetzlich, и мы посмотрели разницу обслуживания, да, для Vorsorge и плюс на будущее, да, сейчас мы обговорим это. Вот. И вот это комьюнити для молодежи, которую мы создаем, это будет в Инстаграме группа, это будет группа в Телеграме, и плюс мы этих людей, по крайней мере в Гамбургском регионе, будем хотя бы раз в квартал собирать вживую. Да? И первая такая встреча, такой конгресс прогнозируется от 100 до 200 именно только молодых людей, без мамы, без папы. То есть эти молодые ребята, девушки, которым от 60 там, до 28, будут иметь возможность прийти на эту конференцию. Мы первый раз будем делать на немецком, да? Возможно, в будущем по потребности, возможно, и на других языках. Первая конференция будет 4-7. Ориентировочно, да? Ориентировочно 4-7, то есть мы еще точную информацию дадим. Да. И придя на эту конференцию, что получит этот молодой человек или молодая девушка от этой конференции? То есть то, что мы сегодня начали обговаривать, то есть первое, что на первом месте стоит, что я буду рассказывать, то есть это вот эти все государственные дотации, то есть все возможности государственных дотаций, то есть что можно от государства получить. То есть это 9%, 10%, 20%, то есть про 20% вообще мало кто знает, то есть меня это удивляет, то есть я говорю, ты уже сказала, я вот 25 лет этим занимаюсь, то есть и когда я про это рассказываю, то есть на меня сидят и как бы не верят, как можно 20% гарантированно получать, то есть и где ты раньше был, да. И дети, допустим, это будет от 16 до 26 лет, то есть целевая группа, да, то есть расскажу про все дотации. Не про все, а про эти дотации. Плюс мы еще подойдем к теме недвижимости обязательно, то есть как правильно подготовиться, то есть как правильно создать первый капитал, как правильно создать в ШУФе правильный рейтинг, то есть и какой примерно должен быть доход, чтобы первую квартиру этот ребенок смог профинансировать. Но в этом случае еще и тема, коснувшись нас последней недели, да, даже взять Krankenkasse, что на последнем семинаре мы привели пример
если ребенок приват-ферзихер, благодаря мне, допустим, да, потому что я предприниматель, я с прошлого года решила все-таки прийти на приват-кранкенферзихер, где я была очень позитивно удивлена, что я так много экономлю и так много теперь получаю бесплатно, да, даже некоторые косметические процедуры, которые делает тот же дерматолог, который является тот же Hautarzt, перенимает Krankenkasse. Для меня это было огромное удивление. Но если мы сравним сейчас моих двоих детей, где я сделала вытяжку, будучи еще приват-кранкенферзихер или Zusatz, Versichert, да, через дополнительные продукты, что я заплатила около 3000 за последние 3 года, даже, мне кажется, чуть-чуть больше, ну, скажем, около 3000 за различные услуги от зубного врача для себя и для детей. И если подвести даже маленький пример, то, что мы сделали моему старшему сыну, ему 22 года. Мы оптимировали его Krankenkasse, то есть ему это не стоит ничего, он делает Ausbildung, абсолютно нормально оплачивается, и мы ему сделали от 15 до 30 евро стоят дополнительные тарифы, мы ему взяли полный пакет, где у него амбуланс, где у него Zahnzusatz, где у него, если понадобится, линзы даже оплачиваются до 300 евро, очки и так далее, и так далее. Если это просто Zahnzusatz, да, ту тему, которую мы затронули, то это всего лишь 15 евро. То есть, грубо говоря, те родители, которые просто владеют этой информацией, берут этот дополнительный Zahnzusatz, который стоит для подростка всего лишь 15 евро, и эта страховка с первого года в твою копилочку бюджет для этих процедур, в этот бюджет уже по 1000 евро переводит. Грубо говоря, я заключила в ноябре, уже в начале года мы могли 2000 иметь бюджет, то есть не с моего кармана, как я платила, да, а бюджет, который внутри находится. И плюс после определенного срока, в зависимости от тарифа, там 4-5 лет, ребенок получит даже бесплатно эти брекеты или даже виниры. Для меня это было вообще открытие, да, это, грубо говоря, косметологическое тоже улучшение твоего вида. Ну, детям виниры не ставят, но для взрослых, допустим. К чему мы говорим? Мы говорим не о том, что важно сделать эту страховку, мы говорим опять о оптимизации бюджета. То есть, когда мы считаем бюджет, окей, мне надо инвестировать в мою квартиру от 100 там, до 300 евро в месяц. Но где я вижу, окей, с моего бюджета уходят такие затраты, как я там каждый год платила за услуги зубного врача. Или я каждый год минимум 200-300 евро платила за услуги УЗИ, потому что я супер ответственный человек, и минимум раз-два раза в год я делала контроль. И сейчас у меня все эти затраты ушли, и благодаря этому у меня освободился достаточно здоровый бюджет, который я могу инвестировать в свою квартиру и получить это назад. Но, допустим, в примере с моим сыном, ему еще год учиться старшим, и он говорит, я не знаю, через год останусь я наемным сотрудником, или я пойду по твоим стопам, что, скорее всего, у моего старшего сына будет, младший 100% будет наемным сотрудником, совершенно разные люди. И то, что у него есть этот Zusatz-Versicherung, гарантирует ему тот момент, что если через 2-3 года, когда он захочет перейти в приваты Krankenversicherung, у него уже не будет Gesundheitsчека, который может повысить стоимость его страховки. То есть я сэкономила сейчас большое количество денег, получив бюджет внутри, и на будущее я обезопасила своему сыну, что если, не дай бог, да, что-то у него будет со здоровьем, и ему надо будет хорошее медицинское обслуживание, что он может в любой момент перейти на хорошую страховку, где он зарабатывает деньги, уже будет экономить на ней, ну и получать все дополнительные услуги за счет страховой компании. Можешь немножко об этом сказать? Да. Как это может быть, да, что сделал за 15 евро, а врачи говорят, так у вас есть теперь Zusatz-Versicherung, вы наш друг, приходите. Да. Как это работает? То есть первое, то есть как сноска, то есть это есть так называемая Gesundheitsgarantie, то есть с компанией, с которой мы сотрудничаем, то есть у них есть до 49 лет, если даже сейчас ребенку там год, 2, 3, 10, 20, разницы нету, до 49 лет у него есть так называемая Gesundheitsgarantie. Что за Gesundheitsgarantie? Это значит, что переход из тарифа в тариф, он erneute Gesundheitsprüfung, то есть что это значит, что не будут спрашивать о состоянии его здоровья. То есть он может перейти потом стать приват, он может какие-то любые тарифы себе выбрать, и до 49 лет, как я уже сказал, то есть он может из тарифа в тариф переходить. Это первое. Второе. Здесь мы должны понимать еще раз насчет сравнения приват и gesetzlich. Раньше было действительно так, что приваты Krankenversicherungen, они были довольно-таки дорогими, и
принципе, в Gesetzliche очень много ляйстингов похожих оплачивались, да, то есть, получается, приват и Krankenversicherung я много платил, чуть-чуть лучше был Abgesichert, то есть как бы большого смысла переходить не было. На сегодняшний день из-за демографического развития, демографische Entwicklung, что в Германии сейчас все больше и больше людей выходят на пенсию. И на сегодняшний день это в год от 1 миллиона до 1,1 миллиона людей выходят на пенсию. То есть это как раз-таки те люди, которые платили большие деньги. То есть это 15% примерно выходит, да, то есть 7,5% плачу я, 7,5% платит мой работодатель. А вот даже если взять, к примеру, там какие-то 3000 брутто, то есть это 450 евро, то есть это грубо 5000 в год человек туда вплачивал, и, может быть, за целый год один раз у врача был. Сейчас эти люди выходят на пенсию, и что они начинают? Они начинают сейчас потреблять. То есть они сейчас туда платят с пенсии какие-то копейки, а потребляют у них в понедельник у одного врача термин, во вторник у другого, в среду у третьего. То есть и поэтому вот эти gesetzliche Krankenkasse, то есть они постоянно, постепенно обрезают услуги свои. Почему? Потому что у них денег нету. То есть и поэтому здесь я еще раз говорю, что вот эти Zusatztarifы, то есть они важны и нужны, то есть потому что сейчас за маленькое количество денег можно себе создать вот эти так называемые копилочки, из которых я потом могу потреблять или пользоваться услугами врачей. И опять же, врачи сейчас все меньше и меньше хотят gesetzliche пациентов обслуживать, то есть они хотят все больше и больше приват, или хотя бы, чтобы была вот эта приват Zusatzversicherung. То есть я gesetzlich versichert перейти не могу, потому что зарабатываю меньше, чем 70 тысяч, но хотя бы, чтобы у меня была Zusatzversicherung, к примеру, на зубы, к примеру, там, на какие-то еще дополнительные услуги. И то есть есть смысл эту страховку иметь, да. То есть, грубо говоря, если перевести это, какой нуцен для меня как специалиста есть это все знать и предлагать моим клиентам. Первое, если финансово посмотреть, грубо говоря, мама заключает ребенку, платит 15 евро за эту дополнительную страховку, в обмен она получает сразу же бюджет, моментально бюджет, каждый год плюс 1000 евро в копилочку, которую она может пользоваться. Это значит, со своего бюджета запланировано, у нее уходят уже такие растраты, как раз там в полгода или в год, особенно у подростков, надо заплатить там 200-300 евро дополнительно за какие-то пломбы, либо с 12-13 лет пластины или брекеты, как сегодня это называют, что это тоже будет все оплачено за счет этой дополнительной страховки, которая стоит всего лишь 15 евро. Это означает, с финансовой точки зрения, я как специалист высвобождаю прагматично достаточно хороший бюджет, которым мы можем попользоваться до того момента, пока вернется налоговый возврат. И что самое важное, с другой стороны, если уже иду я не как специалист, а как мама, как партнер или друг уже моего клиента, где сегодня дети наши ездят на этих самокатах, что-то происходит, и в последние недели у нас было несколько случаев, да, где мы видели, что происходит, если gesetzlich Krankenversicherter ребенок падает с этого самоката, попадает в больницу, как его обслуживать, да, и сравнение также идет с приват Krankenversicherung. И в этом случае уже наша страховка срабатывает не только с финансовой стороны, а еще с того, что, возможно, она помогает спасти этому ребенку будущее его, его здоровье. Да, потому что благодаря этой Zusatzversicherung он получает и палату лучше, и ему МРТ быстрее делают. К сожалению, это правда, да, что сейчас сильно большой разрыв, как обслуживает gesetzlich Krankenversicherte дети и как обслуживает приват Krankenversicherte. Для меня это был шок, да, потому что у меня один ребенок был gesetzlich, второй приват, и после совместного похода на некоторые мероприятия, так получилось, да, что мы поставили 3 термина в одном праксисе, я сразу же сделала старшему это дополнительный Zusatztarif, потому что, это просто катастрофа. Как день и ночь. Это катастрофа. Это просто то, что сейчас происходит в этом направлении. Мы уже говорим не с финансовой точки зрения, где я абсолютно холодно просчитываю, да, это выгодно, когда я сравнила, сколько я плачу, и теперь я не буду на это тратиться, да, у меня уже сразу у него есть бюджет. Но еще и плюс эмоционально или что связано со здоровьем, это просто действительно ужас, что там сейчас происходит. Плюс, так как у меня очень много клиентов врачей, то, что мы слышим с праксисом, мы тут тоже затрагивали тему, что сейчас им обрезали задним числом оплату их услуг от 11 до 20%.
В субботу мы имели возможность ужинать с профессором, который нас обрадовал, что до 27 года, это, оказывается, это не конец, до 27 года они до 30% еще обрежут, и тогда эта катастрофа начнется. Как мы можем сейчас этим временем воспользоваться? У нас есть год-два, если, грубо говоря, ты этому ребенку, есть тарифы по 10 евро, да? Если ты этому ребенку делаешь полный тариф, допустим, 15 евро, то за 2 года у него уже в копилочке 2000, и плюс он может пользоваться сразу же уже амбуланс Zusatzversicherung, да, к примеру. Ну, я рекомендую как можно быстрее заключать. Почему? Потому что в приватной кранкенкассе, то есть там разницы нет, сколько ты зарабатываешь, то есть там всегда спрашивают так называемый Gesundheitsfragen, то есть спрашивают состояние здоровья. И поэтому те, кто сейчас ждут, вдруг завтра действительно какая-нибудь болезнь вылезет. И тогда уже может быть такое, что его не возьмут в приват. То есть, но она может вылезти, к сожалению, если бы мы знали, да, но мы не знаем. И, естественно, себя обезопасить. Да, как можно быстрее лучше заключать. Для чего? Для того, чтобы если потом что-то вылезет, то есть я, как я уже сказал, до 49 лет у меня есть Gesundheitsgarantie, то есть я могу из тарифа в тариф переходить, я могу дешевый тариф брать, я могу дорогой тариф брать, то есть разницы нету. Но самое главное сейчас, пока состояние здоровья нормальное, то есть я рекомендую как можно быстрее детям за эти 14 евро 90 центов, называется план Junior, то есть заключать эти тарифы как можно быстрее. План Юниор, до скольки лет это можно делать? До 20. Okay. То есть до 20 лет, то есть для Zusatzversicherung, то есть этот ребенок является еще ребенком. То есть даже если он уже, может быть, на работу вышел, но... И даже если он Аусбильдинг делает? Да, разницы нет. Но это тоже миф, потому что... 14,90, то есть и до 20 лет, как я уже сказал, это будет стоить 14,90. После 20 лет это будет стоить 19 евро с копейками, то есть, и, в принципе... И что самое интересное, что у него эта сумма, то есть эта цена, потому что там Eintrittsalter считается, то, что такое Eintrittsalter, если я 25 лет назад я стал приват-versichert, то есть я до сих пор для кранкенкассы являюсь 23-летним. То есть это что, если бы сейчас я себе заключал тариф, да, то есть в 40, мои там в 47, в 48, то тогда, соответственно, я платил бы намного больше. А я для кранкассы являюсь сейчас еще 23-летним. Почему? Потому что я тогда зашел, то есть вот этот Eintrittsalter, то есть тот возраст, когда я заходил, то есть он идет всю жизнь. И самый главный миф, я не хотела тебя перебивать очередной раз, ты сказал такую вещь, и, к сожалению, это миф, что люди выходят на пенсию и платят какие-то копейки. К сожалению, в Германии уже давно все, что ты на пенсии получаешь, а ты можешь получать не только gesetzliche Rente, да, ты также получаешь с приватных пенсий доход, ты также, возможно, если воспользоваться всеми программами, с каких-то фондов получаешь доход, с каких-то акций получаешь доход. Я к этому веду, да, что мои клиенты, это и есть моя работа, продумать, чтобы они в пенсии путешествовали, чтобы они достойно жили. И я сейчас сталкиваюсь спустя 11 лет своей деятельности, что ко мне приходят 55-56-летние клиенты, и они прям чуть ли не плачут и говорят: переводи нас каким-то образом назад в приват. Почему? Потому что моя подруга приват платит там дальше свои 800 евро за страховку, чуть-чуть ей там поднимали, но все равно она платит 800 евро. Я плачу дальше 1200, потому что есть доходы Mieteinnahmen, квартиру уже все списались, люди менять не хотят, допустим, да, допустим, в пенсии еще покупать, продать эту квартиру, купить 2 другие, чтобы побольше списывать. То есть у них идет чистая прибыль. Это и была их цель. Уже никаких кредитов, либо какие-то манюсенькие кредиты. Грубо говоря, правильная подготовка к пенсии, чтобы человек себя хорошо чувствовал, у него все равно есть официальный доход. И многие мифы или многие недооценивают, что кранкенкассе учитывает доход со всех видов поступления. Да. Это, между прочим, очень хороший тип и для работающих людей, как Angestellte, которые параллельно купили себе там несколько Mehrfamilienhäuser, и эти Mehrfamilienhäuser приносят им еще там 50 тысяч сверху. И они думают: окей, я там на 1200 оформлен, за 1200 плачу кранкенкассе, когда-нибудь это gesetzliche кранкенкассе придет и скажет: доплатите мне, пожалуйста, за года назад, потому что ваши бешайды показывают, что вы заработали больше. Также и на пенсии. Вот этот миф, что я на пенсии буду 3 копейки платить, к сожалению, он не всегда соответствует действительности. И если уже поставить себе цель, как я могу себя обезопасить, чтобы я был, допустим, приват-кранкенversichert, какие есть возможности, я, допустим, очень sicherheitsorientiert, что я могу каким-то образом минимировать свои выплаты. У нас это называется Altersrückstellung. То есть что значит Altersrückstellung? Это значит, что
у нас какая-то часть байтрага, к примеру, я плачу 500 евро за свою приватную Krankenversicherung, и какая-то часть с этого байтрага, она идет в копилку. То есть она у меня копится. Для чего она копится? Чтобы потом, когда я пойду на пенсию, то есть с этой копилки будут деньги браться, чтобы я также платил меньше. То есть поэтому вот этот Altersrückstellung, то есть это опять же не во всех кранкассах есть, то есть я плачу чуть-чуть, к примеру, там на 20-30 евро больше, чем если я платил бы в какой-то другой организации, в какой-то другой компании, но там нету Altersrückstellung. То есть когда я буду на пенсию, то есть я буду платить действительно так же много, здесь у меня есть Altersrückstellung, то есть что это значит, что у меня деньги, помимо того, что я пользуюсь услугами, у меня помимо этого деньги еще и копятся там. То есть, грубо говоря, если мы подведем, я люблю подводить итог, чтобы Правильно, за одно предложение повторить все, что мы говорим, потому что мы говорим иногда много, люди не понимают. Грубо говоря, мы можем поменять, если человек зарабатывает там 69 тысяч брутто и что-то хочет инвестировать, или там 70 тысяч, он платит максимальный байтраг gesetzliche Krankenkasse, то есть это все вместе 1290. То есть, грубо говоря, он может поменять на приват, мы не говорим сейчас за ляйстунги, да, что в приват не зависит от того, сколько ты зарабатываешь, а тариф зависит от того, что ты хочешь иметь. И если человек чисто экономически смотрит, говорит, да, не пользуюсь ничем, а если когда-то через 3 года надо, будет просто тариф поменять. То есть сейчас мы говорим за чисто экономическую часть вопроса, он может сэкономить с 1290 на 375, где и в будущем на пенсии он будет все равно платить в разы меньше, чем gesetzlich. Это первое. Второе, естественно, если человек говорит, нет, я хочу, чтобы у меня там и 100% зубы были, или 90%, чтобы у меня вообще все там покрывалось, то, естественно, этот тариф будет подороже, но там есть свои плюшки, если там, в этом году ты не пользовался, может до 5 заплаченных, притом и с работодателя, и с работника, 5 месячных платежей до 5 получить назад. Да? И это все надо рассматривать с экономической точки зрения. Если говорить с психологической точки зрения, вот для меня это было важно, что я быстро получаю помощь, что я получаю намного квалифицированнее, и я не задумываюсь о том, допустим, да, последний пример с этими самокатами, просто так совпало, что ребенок упал, его продержали в больнице, да, его обследовали, ему тут же сделали МРТ, и другой ребенок, который там упал и даже себе, к сожалению, там зубы повыбивал, да, а ему сказали, окей, полежи, аспиринчик выпей, и когда-нибудь в дежурном режиме, в спокойном режиме пойди и запишись на МРТ, да, где за это время могут гематомы образоваться. Это просто вот когда ты морально с этим сталкиваешься, ты уже не думаешь, да, ты еще и экономишь при этом, в этом и парадокс. Поэтому, мне кажется, самый главный миф, который когда-то, может, и был правдой, то, что если ты приват-кранкенversicherer, в будущем на старости это будет очень дорого. И опять же миф, что и сегодня это очень дорого. В жизни показывает обратное, что и сегодня ты можешь этими деньгами пользоваться, в недвижимость вкладывать, к примеру, и в будущем. Да, как я уже сказал, что это демографическое развитие, то есть что это значит, что все больше и больше людей, которые сейчас в Германии, по крайней мере, это во всем мире так, но в Германии это экстремально, все больше и больше людей сейчас становятся пенсионерами, да, то есть, и что самое интересное, что они сейчас живут дольше. То есть, если раньше после пенсии люди жили 16-19 лет, то сейчас люди живут по 24-25 лет. Это после пенсии. И представьте, 25 лет этот потребитель, то есть раньше он туда вплачивал в эту gesetzliche, сейчас он только потребляет, платит какие-то копейки и только потребляет. То есть, соответственно, вот эти кранкенкассы, то есть они gesetzliche, это еще 1290, это еще не конец, то есть они дальше будут дорожать. Все дальше будет дороже и дороже. Да. За 5 лет, грубо там 45-50% подорожало, и дальше они тоже так же будут дорожать. И ты права, что если клиентов мы хорошо подготавливаем, то есть у них потом митайнам есть, у них какие-то приватные накопления есть, у них какие-то там gesetzliche ренты, приватные ренты, то есть и так далее. И потом они будут с этой кранкенкассы или в эту кранкенкассу, то есть со своего дохода платить, то есть 15% с дохода платить. И люди, вот это тоже многие недопонимают, что если они где-то на зарплате устроены там на 1000 евро, а у них есть еще митайнам, то есть у нас есть так называемый Steuer-ID номер, у нас есть не только Steuer номер, а есть еще Steuer-ID номер, и у каждого человека он где-то запрограммирован. Но самое главное, они не понимают тот факт, что долги кранкенкассе и финансамту не прощаются. То, что пока они не выплыли, это не значит, что они когда-то их не заплатят. Я бы хотела воспользоваться еще пару минутками нашего времени и, может, подвести такую черту и сказать, что на самом деле есть много мифов, которые действительно являются реальностью, да? Надо только правильно смотреть. Но, с другой стороны, многие жалуются, что законодатель наш заставляет нас платить много налогов,
налогов и всякие доплаты на это, доплаты на то. Но с другой стороны, законодатель дает много бонусов, много возможностей, но только из-за того, что мы неправильно ими пользуемся или не знаем, или кто-то обжегся, потому что в какой-то плохой компании, как вот пример, да, заключил страховку, страховая компания не заплатила. Это же не значит, что все не платят, к примеру, да. Это говорит о том, что только надо найти свою компанию, найти своего специалиста и сделать именно под свою личную ситуацию, да. Самая большая тема сейчас, допустим, вот рестаранты. Те, которые не так много зарабатывают, даже вот жены, им, естественно, есть смысл в этом году это заключать, потому что, опять же, Halbwissen, они не знают, что этими деньгами можно даже воспользоваться через 10-20 лет и свой кредит быстрее закрыть. Да, всеми эти штатliche Zulage. Да, и в этом году еще есть возможность даже для тех, где, вот, допустим, супруга зарабатывает очень мало, там работает на 800 евро на БНБ или там на 700. Или, но те мои клиенты, которые покупают, у них супруга не может на джоб-центре сидеть, только если работу потеряла, да, Arbeitslose Geld 1. Но, тем не менее, мы говорим о том, что в этом году, если грамотно знать информацию, можно воспользоваться тем, что она может еще там на себя и двоих детей получать там 750 евро дотации от государства, а при этом сама инвестирует только, допустим, 20 евро. И что это останется для нее навсегда, пока там дети есть, и она сама работает, даже на маленькие деньги, только из-за того, что она в этом году заключила. А тех, кто зарабатывают много, заключили в этом году, в следующем году у них есть возможность, допустим, оптимировать. Но это же надо все знать, да, потому что первый миф говорит о том, что вообще эти деньги невозможно забрать, ты потеряешь все Zulagen. А вопрос только в том, написал ты Kündigung или написал ты Entnahme, да, для своего Kapitalentnahme. То есть в одной формулировке разница, где люди действительно 1000 евро потеряли только от некомпетентности их баратера. Да? И сейчас очень много, где даже очень опытные баратеры говорят, это все неправда, это все ерунда, только из-за того, что многие специалисты, которые когда-то отучились и были очень высокими специалистами в определенных направлениях, в последнее время концентрировались, допустим, на чем-то другом. Это как врач. Allgemein они все учили, но тот, который супер профи и хорошо оперирует на сердце, может не такой хороший, к примеру, очень хороший пример. Да, поэтому очень важно все-таки, опять же, прийти к тому, что надо искать того узкого специалиста, да, который подходит тебе в твоем запросе. Я всегда говорю, что да, каждый человек должен иметь своего консультанта, своего оператора, и с кем они понимаются, это первое. Второе, что и оператор должен информировать rechtzeitig, то есть это вовремя своих клиентов, потому что простой пример с этой рестаранты, то есть до 80% будут сокращены дотации, к примеру, для малоимущих. Да. Потому что у меня есть также, к сожалению или к счастью, то есть у меня есть также малоимущие кунды, у которых нет недвижимости, и которые, к примеру, там по состоянию здоровья, то есть не могут работать, сидят на САЛе, то есть на джоб-центре. Ну, когда-то купили свой дом, к примеру, и им нужны эти рюкляды или квартиру. Да, совершенно верно. То есть, и, допустим, такие малоимущие, они могут сейчас 5 евро в месяц платить, то есть 60 евро в год заплатить и получить 175 евро на себя и на каждого ребенка по 300. То есть у меня есть пример, допустим, 3 детей, мама, то есть они получают, там, к примеру, там 900. 1000 евро, которыми они могут через 10 лет, допустим, совершенно воспользоваться даже для ремонта своей квартиры. Потом, допустим, выздоровела, вышла опять на работу, то есть и пошла работать, зарабатывает хорошо, купила себе недвижимость, и вот у меня есть начальный капитал с этого Рейхстрага, я его не кюндигую, пишу. Kapitalentnahme für wohnwirtschaftliche Verwendung, то есть что это значит, что я забираю деньги на недвижимость, то есть вот у меня есть начальный капитал, перевожу опять же в Bausparkasse, для чего в Bausparkasse, чтобы там еще льготный кредит взять, и эти деньги вытаскиваю, то есть вот у меня есть начальный капитал на свою недвижимость. То есть все между собой связано. Ну, это должен специалист, как я уже сказал, быть хороший, то есть который эти все законы, которые эти все формулировки знает, то есть и помогать своим клиентам. Не пропустите и подскажите своим детям, не пропустите эту конференцию для молодежи, которая позволит молодым начинающим специалистам или просто нашим детям найти свою комьюнити, в котором они могут обсуждать такие классные вещи. А куда ты инвестировал? Когда мой сын встречается с моими партнерами, у меня глаза вот такие, когда он говорит:
А ты эти акции купил, там какой был порог, когда ты зашел, а в этот фонд ты инвестируешь сколько? То есть у него не такие большие деньги, но для меня, как для мамы, это греет душу, что они разговаривают на такие интересные темы, где он, ну, делает свой опыт, да, где-то не туда инвестировал, где-то туда инвестировал, но в своей общей базе, что он развивается, да, и не депрессует, что он 20 лет не знает, чем ему заняться. Поэтому будем очень рады видеть ваших детей на нашей конференции, и будем очень рады помогать нашей молодежи. Это наша задача как родители, им развиваться. Пишите в комментариях, оставляйте заявки, отсылайте детям форму для заявки на посещение этой конференции. Будем очень рады помочь разобраться во всех достаточно, к сожалению, сложных вопросах нашей экономики и найти свое предназначение.